Компания Porsche готовит к дебюту электрический Macan и в преддверии премьеры опубликовала видео с испытания автомобиля, а также назвала некоторые характеристики. В частности, заявлено, что все версии кроссовера будут проезжать на одном заряде не менее 500 километров. За счет поддержки тока зарядки до 270 кВт заправить машину на 100 км хода можно будет за 4 минуты, а от 10 до 80% менее чем за 22 минуты. В Porsche говорят, что к настоящему моменту прототипы Macan EV проехали свыше 3,5 миллионов километров. Испытывают машину, в том числе в экстремальных температурах, как в жарком, так и холодном климате. Кроме того, автомобиль провел много времени в аэродинамической трубе, где производитель уделял особое внимание оптимизации кузова и подвижным аэродинамическим элементам, активному заднему спойлеру, жалюзи в передней части, специальным компонентам в районе днища. В итоге инженерам удалось добиться низкого коэффициента аэродинамического сопротивления – 0,25. Для сравнения, у топливного Макана этот показатель составляет 0,35. И как следствие увеличения пробега между зарядками на 85 километров. На полигоне Porsche немецкая компания очень хотела показать, что Macan EV одинаково хорош как на гоночной трассе, так и на легком бездорожье. Ему под силу даже форсировка небольших бродов. Кроме того, новый электрический Macan будет оснащен системой Porsche Active Suspension Management и пневматической подвеской. Помимо мягкой и жесткой регулировки, система будет автоматически регулировать высоту кузова в соответствии с различными режимами движения и скоростью автомобиля. Во время скоростного движения он автоматически может уменьшить клиренс на 30 мм. И это поможет электрокару улучшить аэродинамику и, наоборот, на бездорожье поднять на 40 мм. Кроссоверы на тест-драйве имели минимальный наружный камуфляж, так что о внешности можно получить уже достаточно полное представление. Передняя часть автомобиля имеет разделенную конструкцию фар. Традиционное расположение фар оснащено только дневными ходовыми огнями, состоящими из 4 матричных светодиодных полос. Настоящие фары расположены ниже дневных ходовых огней. У топовой версии электрокроссовера диски на 22 дюйма. Технические решения, примененные в салоне Macan EV, заимствованы у представленных ранее Cayenne и Panamera. В салоне на передней панели пропишутся аж 3 экрана, центральный и пассажирский, на 10,9 дюймов. Приборная панель размером 12,3 дюйма, также показания дублируются посредством проекции на лобовое стекло, которое будет давать навигационные подсказки. В адаптивном круиз-контроле используются элементы дополненной реальности. Расстояние между транспортными средствами отображается виртуальными точками на дороге. В блоке климат-контроля традиционные кнопки сочетаются с сенсорными панелями. Что касается характеристик силовых установок, их рассекретили ранее, но правда частично известно лишь, что все Macan EV будут полноприводными. При этом топовая версия получит свыше 600 лошадиных сил мощности и около 1000 ньютон-метра крутящего момента. При этом передний электромотор большую часть времени бездействует, чтобы не расходовать энергию. Он подключается лишь при интенсивных разгонах и при пробуксовке задних колесах. Также он в основном отвечает за рекуперацию при торможении и движении накатом. Сообщили в Porsche и емкость батареи. Она составляет 100 кВт-часа. Блок аккумуляторов работает под напряжением 800 вольт. Электрокар будет поддерживать зарядку до 270 кВт. Запас хода на одной зарядке производитель обещает не менее 500 км. Для Porsche впечатления от вождения всегда являются главным приоритетом при тестировании и настройке. Дорожные условия испытаний варьировались от минус 30 градусов в Скандинавии до 50 градусов в Долине Смерти, в Калифорнии. Эти тестирования включали шоссе, бездорожье,
гравийные дороги, лед и снег. Таким образом, характеристики электрокара полностью отлажены и проверены на этих дорогах. Электрический Macan – очень важная модель для Porsche. Он должен стать бестселлером электрической линейки. До конца десятилетия все модели Porsche станут электрическими, кроме культового семейства 911, которому пока уготована только гибридизация. То есть бензиновые двигатели сохранятся и, возможно, будут переведены на питание синтетическим топливом. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.